Привет, с вами проект Power Device, и мы внедряем новые функции в наши Android-телефоны. Относительно недавно компанией Google была представлена новая функция Circle to Search, то есть круг для поиска. Эта функция оказалась полезной и актуальной, и даже компания Apple в свои оболочки iOS скопировала данную функцию. Да-да, к слову говоря, не удивляйтесь, компания Apple очень много копировала у Android, так же как и Android у Apple. Изначально данная функция появилась на некоторых смартфонах Pixel, а далее на телефонах Samsung. Сейчас же появилась возможность с помощью приложения активаторов установить эту функцию практически на все Android-телефоны. Сейчас я покажу вам два самых актуальных и интересных приложения, которые активируют это в вашем смартфоне. Все это делается абсолютно несложно, но смотрите ролик до самого конца, потому что будут некоторые настройки и нюансы, и чтобы вам все правильно сделать. Добавление функции номер 1. Зайдем в Play Market, в поиске пишем Circle to Search. Находим такое приложение и устанавливаем. Открываем приложение, нажимаем «Принять», и вот здесь у нас есть один небольшой нюанс. Смотрите, это приложение предлагает вам пройти в настройки. Для этого нажимаем шестеренку. На вашем телефоне открываются соответствующие настройки. Заходим в цифровой помощник. Здесь в этих настройках по умолчанию стоит Google. То есть, если вы пользуетесь Google помощником, то он вызывается вот так. Либо просто от фразы «Окей, Google». И как вы можете видеть, в дополнение к этому помощнику у меня стоит Gemini. Также, если вы не знаете, как установить такого помощника Gemini, ссылку на это видео оставлю в описании под этим роликом. Так вот, друзья, суть в том, что Circle to Search на смартфонах Pixel вызывается вот таким жестом. Вы удерживаете вот здесь снизу, и он должен вызываться. Теперь нам нужно переключиться вот сюда. Circle to Search. Окей. Далее на телефонах Xiaomi нам нужно зайти в рабочий стол, способ навигации. И если у вас стоят жесты, то включаем кнопки. Теперь удерживаем кнопку «Домой», нажимаем «Принять». После этого мы можем прямо на экране или на любой области рисовать круг. Если же вы на своем телефоне используете жесты, а не кнопки, тогда на телефоне Xiaomi вы можете зайти в настройки, расширенные настройки, функции жестов. И вот здесь самое интересное, если у вас продвинутый Xiaomi и есть функция «Коснуться сзади», например, выбираем двойное касание, запуск ассистента. Теперь я 2 раза бью по задней крышке, и у меня запускается Circle to Search. Если же на вашем телефоне нет такой функции, вы можете сделать это вот здесь. Запуск Google Ассистента удержанием кнопки питания. Теперь удерживаю кнопку питания, и включается та же самая функция. В общем, весь нюанс заключается в том, что когда мы переключаем цифрового помощника, у нас отключается Google Ассистент или Gemini и активируется Circle to Search. Сейчас покажу еще более крутое приложение, там активатор более полный и он гораздо круче работает. Это же приложение, которое я только что показывал, мне не нравится потому, что нельзя одновременно использовать Gemini и Circle to Search. Чтобы переключиться обратно на Gemini, нужно зайти в приложение, все приложения, 3 точки, прочие настройки, приложения по умолчанию, внизу помощник и голосовой ввод, цифровой помощник. Ставим снова Google. Окей. Gemini у меня снова заработал. Возможно, кому-то понравится такой вариант, но лично я использую другой. Есть еще вот такой активатор, и он более полный. Это последняя версия Circle to Search. Скачать вы ее сможете в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании под этим роликом. У меня оно уже установлено, а вы скачиваете и устанавливаете. Сейчас покажу, как его настроить. Это очень легкий активатор, в котором нет ничего сложного. Смотрите. Я его запускаю, и сразу открывается полноценная функция Circle to Search. Именно так она выглядит в телефонах Google Pixel. И посмотрите, если мы свернем это приложение, то у нас открывается именно приложение Google. То есть таким приложением мы именно активируем данную функцию. Но все дело в том, что если мы зайдем в приложение по умолчанию, помощник и голосовой ввод, это приложение не появляется здесь. То есть по умолчанию мы не можем запускать его жестами. Что здесь можно придумать? Самое актуальное — это заходим в шторку, нажимаем «Изменить»,
Там внизу находим вот такой ярлык и добавляем его сюда. И теперь в любой момент, когда вам нужно будет использовать это приложение, мы открываем шторку, нажимаем на эту иконку, шторка тут же закрывается и запускается полноценный Circle to Search. Смотрите, например, у меня открыт какой-то стишок на иностранном языке. Я нажимаю перевод, и в реальном времени с вашего экрана происходит перевод. Языки можно менять здесь. Также после вызова вы можете использовать полноценный Google поиск. Либо, например, открывать браузер, либо искать музыку. Но я не мог не разобраться, как это приложение Circle to Search поставить вот на такой жест, как в оригинале. Для этого в моем телеграм-канале вам понадобится скачать еще одно дополнение. Все ссылки будут в описании под этим роликом. После установки удерживаем на нем, заходим вот в эти настройки, спускаемся в самый низ, разрешить запрещенные настройки, ставим галочку. Открываем приложение, нажимаем «Далее». Теперь нужно нажать вот сюда, где красный крестик. На телефонах Xiaomi дальше заходим в скачанные приложения, находим Jaster Plus, ставим одну верхнюю галочку. Окей. Теперь нажимаем «Готово», проверяем, что здесь у нас все включено, заходим в первое меню, долгое нажатие, запустить приложение, дожидаемся загрузку всех приложений, здесь находим наш активатор Circle to Search, вот он. Далее очень важно, так как мы пользуемся жестами, зайти в настройки и вот здесь передвигаем данный ползунок, выставляем вот эту полоску. Ее нужно выставить практически в самый низ. Оставляем примерно 10%. Время нажатия можно оставить 750 миллисекунд. Теперь смотрите, я прикладываю палец и у меня вызывается Circle to Search. И лучше всего вызывать это так. Подставляем палец, а потом его перекатываем вот так. Внимание! Теперь очень важная настройка для телефонов Xiaomi. Зайдите в настройки, приложение, разрешение, автозапуск в фоновом режиме. Здесь находим приложение Jaster Plus и ставим на нем галочку. Это касается жеста, который мы настроили, и это обязательно нужно для того, чтобы он не слетал. И отмечу, что все это не пожирает вашу батарею, так как оно находится в неактивном режиме, пока вы не используете этот жест. Не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь также на мой телеграм-канал. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Всем до встречи, пока-пока.